Что же смогла нейрографика и не смог психолог? Тело было в огне, деньги недоступны. Я могу подождать. Привет, мои уникальные! С вами Brainwave студия и я Алина Радькова. Инструктор нейрографики, эстетический коуч, нейромастер, профессионал чистой школы психологии и творчества и бла-бла-бла. Здесь про нейрографику и реальные результаты, которые она приносит. Сегодня хочу поговорить о том, что может нейрографика и не может психолог. Реальные случаи из моей практики, которые иллюстрируют превосходство метода над психологами. Возможно, не всеми. Я очень люблю психологию, бескрайне уважаю психологов, но бывают и такие случаи, где нейрографика намного эффективнее некоторых психологов. Ну что, поехали? Поделюсь с вами историей одного запроса, которым мне разрешила поделиться моя клиентка. Как вы понимаете, все, естественно, анонимно. И если мои клиенты не хотят, чтобы я рассказывала их историю, то я могила. Поэтому со мной удобно, спокойно и, конечно же, безопасно. Была у меня клиентка, жизнерадостная, яркая, интересная, добрая девушка. Она до этого была в терапии уже более 2 лет. Ко мне на эстетический коучинг она пришла чисто из любопытства, посмотреть, что же такое нейрографика, что такое эстетический коучинг, как это проходит вообще, как действует данный метод, просто вот ей стало любопытно. Тема, с которой она пришла, была финансы. Запрос на сессию был следующий. Она хотела приблизить осознание того, что деньги – это всего лишь инструмент, это ресурс, которым она управляет. Как видите, заметно, что человек был в терапии, потому что она уже осознавала, что есть некая проблема. Она чувствовала, что в данный момент деньги кажутся ей чем-то большим, чем-то громадным, что управляет ее жизнью. И она хотела это поменять. Это очень грамотный подход. Она хотела убедить свое мышление, убедить себя, свой мозг думать иначе. Думать так, что я главное в своей жизни, а деньги – это всего лишь элемент. Это всего лишь ресурс, который помогает мне, которым я управляю. Я управляю деньгами, а не они мной. И здесь началась наша практика. Уже в первые минуты нашей совместной работы во время рисования всплыли следующие установки. Послушайте, это очень интересно и, возможно, вам будет полезно. Первое. Деньги недоступны. Только задумайтесь. Есть ресурс, деньги, финансы. Они, в принципе, где-то есть, она это осознает, она это видит, но почему-то ее подсознание говорит, что они ей недоступны. Почему я говорю про подсознание? Потому что нейрографика работает в первую очередь с теми 93-97% мозга и мышления, которые мы используем неосознанно, которые нами руководят теми установками, тем бессознательным, подсознательным, что живет глубоко в нас, чего мы можем даже не осознавать, не помнить, не понимать, но оно контролирует нашу жизнь. Так вот, первая установка, которая оттуда всплыла: деньги недоступны. Конечно, тут что ни делай, на какой работе не работай, какие бизнес-идеи не применяй, никак не достичь желаемого. Вторая установка, блокирующая. Деньги зарабатывать тяжело. Эта установка есть у многих из нас. Потому что кто родился в 90-е или, возможно, раньше, жизнь была тяжелая. И мы видели, как наши родители работали день и ночь, приходили домой уставшие. Это было тяжело. И все ради того, чтобы содержать семью. Многие работали на нескольких работах. И, конечно, наблюдая за этим процессом, формируется установка, что деньги зарабатываются тяжелым непосильным трудом. Собственно, как и у нашей клиентки. Третья установка. Денег ограниченное количество. Представьте, когда ваш мозг считает, что денег ограниченное количество, появляются внутренние страхи, это все всплывает, непонятная тревожность, потому что их же мало, их на всех не хватит. И как мне вообще жить? Мало того, что их мало, у меня еще к ним доступа нет, потому что первая у нас установка какая? Деньги мне недоступны. Это страшно.
И четвертая установка — это жалко тратить деньги на себя. Это, наверное, очень распространенная установка, особенно у женского населения, да, когда надо родителям, родственникам помочь им в первую очередь, им нужнее, да, им деньги отдам. Или купить подарки, значит, всем купить, всех порадовать, ну, я обойдусь. Ребенку всегда все нужно в первую очередь, да, я могу потерпеть. Муж очень устал, он постоянно работает, он тянет всю семью на себе, я могу подождать, лучше пусть он съездит куда-нибудь в отпуск, отдохнет, он пойдет с друзьями, развеется, потому что ему это нужно, а я как-нибудь потом. Я дома посижу, может быть, кино посмотрю, а может, не посмотрю, надо еще полы помыть и с ребенком уроки сделать. Да, вы понимаете? Всегда есть кто-то, о ком мы заботимся, и в том числе не только наш внутренний ресурс, но и деньги мы тратим на других людей и не тратим на себя, потому что на себя как-то жалко. И вот эти 4 установки были у нашей клиентки, и они были на поверхности. Она их осознавала. Возможно, где-то в терапии они всплывали, они начинали с ними работать, но еще явно не проработали, поскольку они все еще у нее были, и это чувствовалось. И вот здесь, буквально через пару минут после того, как мы нашли этот пласт проблем, установок, который руководит ею, моя клиентка осознала еще одну установку. И для нее это было просто да, это как гром среди ясного неба. Это то, что, собственно, было фундаментом под все вышесказанные установки. Установка следующая. 5. Основополагающая. Я недостойна больших денег. Я сказала, у меня аж мурашки побежали по коже. Представьте, насколько она глубокая и насколько она запрещающая вообще все на свете, да, потому что я недостойна больших денег. Я какая-то такая маленькая, недостойная, я никчемная, я практически никто, а большие деньги — это нечто великое. И вот я такая, их недостойна. Конечно, уже базируясь на этом, всплывает все остальное. То есть те 4, которые мы видели до, да, что денег мало, что их нужно зарабатывать непосильным трудом. Ну, конечно, если я недостойна, нужно зарабатывать непосильным трудом. Что их ограниченное количество, что они мне недоступны. Конечно, недоступны, если я недостойна. И, конечно, жалко их тратить, потому что их мало, я недостойна, они где-то там далеко, мне до них не добраться. И все это варится, но лежит на основополагающей установке «я недостойна больших денег». Я достойна, все хорошо, это не про меня, это про клиентку, а моя жизнь прекрасна. Так. И вот именно с этой установкой до нее не смог добраться конкретный психолог. Поскольку нейрографика, она сразу работает с подсознанием, сразу работает с внутренним нашим мышлением, то, что находится очень глубоко, его легче поднять на поверхность и понять, в чем причина. И если бы она проработала все вот эти вот верхние 4 установки, но не проработала основополагающую, да, тема бы сдвинулась вперед. Но все равно осталось бы это ограничение, чувство недостойности, чувство недостижимости, и ушло бы очень много времени каждую отдельно прорабатывать. А взять вот эту основополагающую, я недостойна больших денег, проработать ее, закрыть ее, и все эти 4 верхние, которые всплыли, они уйдут сами. Когда всплывала эта установка, клиентка, она просто замерла. Она замерла, она была в таком шоке, потому что она говорит: боже, Алина, я понимаю, откуда ноги растут. Как только она осознала ее, сразу поднялся пласт воспоминаний, который доказывал эту теорию, который подкреплял эту установку. Множество разных ситуаций, где-то из детства, где-то из подросткового возраста, да, где-то даже уже с более взрослого возраста, когда она была студенткой. По чуть-чуть, по крупице, то, что она не осознавала, то, что происходило в ее жизни, оно собралось вместе как единый снежный ком и являлось на протяжении ее жизни, на протяжении ее детства, подросткового возраста, как доказательство этой установки. Поэтому она была настолько глубоко посажена. Поэтому так важно было с ней разобраться. С нее мы и начали. С нее и со всех верхних, которые тоже там были. Чтобы вы понимали, нейрографика — это метод процессуальный. То есть уже в процессе, пока вы рисуете сами, или вы на коучинге, на эстетическом коучинге у специалиста, у профессионала, пока вы находитесь в рисовании, вы уже прорабатываете. Чтобы это было наглядно для вас, расскажу вам до и после состояние моей клиентки.
Когда мы сели рисовать, когда начали всплывать все эти установки, ей было очень жарко. Тело было в огне, большой жар, чесалось горло, и покалывание ее конечности, они как будто затекали. То есть вот это вот покалывание, когда затекают руки и ноги. Тело горело и было обездвижено этими установками. В эмоциях, естественно, страх, естественно, тревога, какая-то легкая паника, чувство вот этой недостойности, принижения себя. В образе, то есть когда она представляла эту тему, была игра. Как будто все мы играем в какую-то большую игру, и каждый из нас должен упорно трудиться, работать, бежать вперед, быть быстрее, сильнее всех, чтобы достичь главный приз, то не факт, что ты до него дойдешь. Вот оно состояние, которое уже подсказывало ей эмоции, телесность и образы, которые подтверждают те установки, которые были в ее сознании. Пока мы это прорабатывали, еще один главный плюс нейрографики, на самом деле опытные, грамотные, хорошие психологи. Обычно это психологи с большим чеком, это психологи, не которые закончили курсы, а которые реально учились в университете, да, получали диплом и потом сами себя прорабатывали, ходили тоже на терапию. То есть прям психологи с большой буквы, проработанные люди, отлично знающие свое дело, они стоят дорого. Нейрографика — более доступный метод, и он тоже так работает. По крайней мере, я в коучинге со своими клиентами делаю то же самое. То есть мы не просто убираем старое, не просто убираем какие-то страхи и раздражения. Нейрографика позволяет их заменить на нечто позитивное. Мало убрать негатив. На это место что-то нужно положить, иначе туда сразу снова что-то появится. Сразу туда что-то заползет. И не факт, что положительное. Поэтому, убирая негатив, формируем позитив. Да, формируем новые установки. На самом деле в нейрографике это очень легко происходит, потому что есть специальный алгоритм, да, мы идем по алгоритму, который позволяет именно наполнить, проработав вот эти вот наши болячки, заполнить их позитивной мотивирующей энергией. Также во время своей практики я всегда делаю акцент на движение вперед. То есть что ты можешь сделать, да? Как ты к этому можешь прийти. Что может тебе помочь в реальной жизни, да, помимо рисования, помимо терапии, какими своими действиями, ненавязчивыми, пусть маленькими, но ты можешь прийти к желаемому состоянию. Пока мы рисовали, прорабатывали все эти вопросы, прорабатывали ее тему, разбирали установки, формировались новые, изменения были следующие. К концу нашей сессии, да, в теле пришла свобода, никакого жара, ничего нигде не чешется, легкое, свободное, раскрепощенное тело, эмоции от неуверенности, никчемности, страха и нервов, она пришла к гармонии, радости, спокойствию и легкости. Представьте, 2 часа работы, и эмоциональный фон меняется кардинально, да, и физическое состояние тела, и эмоциональная составляющая меняется кардинально. У нее возник образ леса, говоря о том, что кругом наша планета, наш мир изобильный. Причем лес не страшный, да? Лес сияющий, наполненный солнечным светом. Он большой, он теплый, он принимающий, он дающий ресурсы. Она нашла то место, ее подсознание нашло это место силы в себе, которое есть, и поддерживает ее гармонию и осознавание того, что мир изобилен. И это то, что есть на поверхности, да? То, что вообще каждый из вас, из нас, да? Каждый человек может в себе отслеживать. Тело, эмоции, образ. Да? Наше подсознание иногда нам говорит, да? Дает такие вот подсказочки. Эти области, если мы умеем их считывать, то намного проще, конечно, мыслить, ориентироваться в своей жизни и решать разного рода задачи. Что же произошло с установками? Первая была у нас, что денег мало. Она поменялась на жизнь изобильна. Денег всем не хватает, их ограниченное количество. Денег хватит всем и еще останется. И главная наша, да, вот эта фундаментальная установка «я недостойна больших денег» поменялась на «мне доступны все деньги мира, и я их достойна». Вы видите, 2 часа работы, а мышление уже меняется. Причем кардинальным образом.
Меняется мышление, меняется человек, меняется подход к делу. От состояния «я недостойна больших денег», их у меня нет, я их не заработаю, это тяжкий труд, в состояние, что мне доступны большие деньги, вселенная щедра и изобильна, их хватит всем, и жизнь прекрасна, да, я достойна. Вот оно состояние, именно с такой, да, установкой, спокойно можно чувствовать себя главным в своей жизни. Я главное, деньги, которые доступны, они есть везде, они доступны всем, они доступны мне. Это ресурс. Из такого состояния, да, деньги — это ресурс, и я ими управляю. Я беру и направляю их в нужное русло. На себя, на друзей, на родных, помогать обществу и так далее. Поскольку установка глубокая, да, мы ее поменяли, но она еще могла не закрепиться. Потому что то, что формировалось на протяжении, там, сколько, 18, допустим, лет, да, если брать детство, юность, подростковый возраст, да, и сейчас взрослого человека, ну, как бы за 2 часа 20 лет жизни не поменять, да, 18-20 лет. И если мы не начнем из этого хорошего состояния, да, с этой новой установкой действовать иначе, дальше прорабатывать, дальше прорисовывать, да, вот эту вот новую дорогу мышления, конечно, можно откатиться назад. Поэтому очень важно всегда в нейрографике, мне кажется, собственно, как и в психологии, в психотерапии, очень важно составлять план. И нейрографика замечательно помогает, потому что пока ты рисуешь, тебе приходят инсайты. Меняется не только мышление, приходят инсайты, приходят конкретные шаги действий. И со своими клиентами мы всегда формируем план. Так и здесь. Она смогла сформировать план, который могла воплощать уже сейчас. То, что будет показывать ей, что денег достаточно, что она ими руководит, что она главная, а деньги всего лишь ресурс. Она хотела купить платье, которое стоило, немного дороже привычной суммы денег. В конце рисования она поняла, что у нее есть эти деньги, она их просто откладывала, боясь, что не дай бог что-то случится, денег же очень мало, где я потом их возьму. С нового состояния, что мне доступны все деньги мира, да, я могу, я ими руковожу, она поняла, что она с легкостью может его купить. Она на подсознательном уровне себе уже разрешила это. Она сняла этот блок, да. Я могу тратить на себя теперь. И одним из пунктов плана было пойти и купить это платье, и она пошла и купила. И, естественно, да, вот она сделала этот крючок, план, она его выполнила, и пошло вот это вот щелк, новое действие, которое формирует базу, вот этот вот комок, подтверждающий новую установку. Но еще большим плюсом ко всему этому появились маленькие шаги в бизнесе, которые она может делать уже сейчас, да, и новый продукт, новые идеи, которые могут ее привести уже к другому уровню дохода. Чтобы не быть голословной, послушайте сами, что говорит моя клиентка сразу после нашей с ней коуч-сессии. Привет, я сходила на нейрографику, и это очень крутая штука, это прям сложная работа, это вам не просто сходить, пойти порисовать линии на бумаге, это действительно эмоциональный труд, ты работаешь над собой. Вот в моем случае у меня раскрылись установки, которые были глубоко во мне, я о них вообще никогда не знала, хотя я работаю больше 2 лет с психологом, и это было для меня шоком, что у меня есть установка в теме денег, которая прям страшная, глубоко идет из детства. И мы сегодня с ней прикоснулись к этой установке и смогли поработать. И это офигенский большой труд. И я уже чувствую эффект и эмоционально, и в теле на уровне физиологии. В общем, ребята... В общем, ребята, девчата, приходите, будем творить вашу новую жизнь, менять ваше мышление, идти к вашим мечтам и целям. Ссылку для записи оставлю в описании, пожалуйста, приходите. Также мне будет очень интересно услышать вашу обратную связь. Ходили ли вы к психологам? Может быть, вы уже рисуете нейрографику, да? Каких результатов достигли вы? Давайте резюмируем. Тоже смогла нейрографика и не смог психолог. Нейрографика
и я на своей коуч-сессии смогли добраться до той глубинной базисной установки, которая мешала моей клиентке выйти на тот уровень дохода, на который бы ей хотелось. Да? То есть тема денег у нее была просажена. Она ходила к психологу более 2 лет и не смогла, да, психолог не смог до этого добраться, они не смогли проработать данную тему на нейрографике. Мы нашли фундаментальную установку, и мы ее проработали. Из состояния страха, жара, не менее конечностей, чувства тревоги, недостойности, из установки «я недостойна больших денег» мы перешли в состояние спокойной, гармоничной девушки, которая дышит полной грудью, да, у которой расслаблено тело, которая испытывает баланс, гармонию внутри себя и бесконечную радость. Она понимает, что ей доступны все деньги мира, она этого достойна, денег предостаточно. И более того, у нее есть план. Есть план, как подтвердить эту установку, закрепить ее, и есть план новых продуктов и движения в ее бизнесе. Вот так вот круто работает нейрографика. Хочу предложить проголосовать в комментариях, на какую тему сделать следующий выпуск. Первое. Что такое эстетический коучинг? Как конкретно проходит коуч-сессия? И чем она отличается от обучения нейрографики? Вторая тема. Как нейрографика борется с тревогой? И конкретный случай, как нейрографика смогла победить страх вождения, и человек смог получить права. И третье. Провести бесплатный прямой эфир, где мы с вами будем рисовать путь к своим целям и мечтам, где мы будем убирать раздражение, убирать страх и идти вперед к своим целям. Для тех, кто знает, что такое нейрографика и АСО, алгоритм снятия ограничений, хочу сказать сразу, что это будет не АСО, это будет мой авторский алгоритм, который мы будем с вами рисовать, идя вперед к успеху, к целям, к мечтам, убирая свои страхи и тревоги. С нетерпением жду результатов голосования. Буду рада почитать ваши комментарии. Увидимся на следующем выпуске. Пока!